Капусту нарезаем помельче или воспользуйтесь шинковкой. Подготовленную морковь натираем на терке. Репчатый лук нарезаем мелким кубиком. Список всех продуктов вы найдете в описании под этим видео. Теперь овощи нужно обжарить до готовности. Вначале на разогретую сковороду кладем лук. Обжариваем его на растительном масле на среднем огне. Добавляем морковь и обжариваем еще пару минут. Далее кладем капусту. Соль, специи для овощей, в составе которых нет соли. Для остроты я добавила красный острый перец. Подписывайтесь на канал, включайте колокольчик уведомлений. Тушим капусту с овощами на среднем огне до готовности. Она должна стать мягкой. Отставляем. Пусть фарш остынет. Отварные яйца нарезаем мелким кубиком. Зеленый лук нарезаю помельче. Его можно заменить и обычной зеленью. Займемся тестом. Муку смешиваем с разрыхлителем. Возьмем миску и разобьем туда 2 яйца. Кефир. Сметана. Все продукты комнатной температуры. Растительное масло. Соль. Постепенно добавляем муку с разрыхлителем. Все легко соединяется венчиком, без миксера. Капуста остыла. Кладем туда яйцо, зеленый лук. Еще раз перемешаем. Форму по желанию застилаем пергаментной бумагой. Выкладываем половину или меньше половины теста. Распределяем по всей поверхности равномерно. Далее кладем оставшееся тесто. Сверху я присыпала семенами льна. Запекаем пирог в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30-40 минут. Учитывайте особенности вашей духовки. Готов пирог или нет, можно проверить зубочисткой. Проткнув пирог до дна, на выходе зубочистка должна быть сухой. В заставках к этому видео вы найдете вкусные блинчики с капустой и быстрый завтрак на сковороде. Приятного аппетита!